друзья! С вами Валерий Табаков, юрист. Наша сегодняшняя тема о правах человека и, в частности, международном праве. Добро пожаловать на мой канал, где мы разбираем, как защитить ваши права. Сегодняшняя тема важна. Отчет ООН, который официально признал языковую дискриминацию русскоязычных в Украине. Это документ, который может изменить вашу жизнь. Особенно если вы думаете о статусе беженца за границей. Мы разберем отчет Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, принятый 9 мая 2025 года. Особое внимание уделим пункту 19а, где прямо говорится о дискриминации русскоязычных, армян и ромов. Я объясню, что это значит для вас, как это можно использовать для защиты ваших прав в Украине, и как этот документ поможет получить статус беженца в Европе, США или Великобритании. Также мы затронем уникальные группы, например, тех, кто считает себя потомками граждан Великой Болгарии. Оставайтесь со мной до конца, чтобы узнать, как действовать. Если видео будет вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь, донатьте для развития канала. Поехали! Документ CERD-C-UKR-CO 24-26 – это заключительное наблюдение Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Ссылку на него вы найдете в описании. Он был принят после рассмотрения отчета Украины на 115-й сессии в апреле-мае 2025 года. Этот комитет следит за тем, как страны выполняют конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подписанную Украиной. Отчет прямо указывает на нарушение прав русскоязычных граждан Украины. Это не просто слова. Это официальный документ ООН, который имеет юридическую силу и может использоваться в судах, международных организациях и иммиграционных процессах. Он подтверждает, что в Украине есть системная дискриминация, особенно в отношении языковых прав. После 2022 года, с началом войны в Украине, усилились ограничения на использование русского языка. Законы о государственном языке и национальных меньшинствах сократили возможности для русскоязычных в школах, СМИ и общественной жизни. ООН обратила на это внимание и сделала выводы, которые мы сейчас разберем. Прочитаем ключевой пункт 19а отчета. Он гласит: Закон о национальных меньшинствах, общинах Украины и его поправки, включая проект закона номер 13169, дискриминируют этнические и этноязыковые меньшинства, чьи языки не являются официальными языками ЕС, такие как русский, армянский и ромский, в частности, в отношении прав на образование на родном языке.
участие в выборах и культурных прав. Что это значит? В части закона о национальных меньшинствах номер 2827-9 от 2022 года, который регулирует права меньшинств. Однако этот закон отдает приоритет языкам ЕС, например, венгерскому, польскому, а русский, армянский и ромский языки оказались в менее выгодном положении. В части образования школы с преподаванием на русском языке закрыты или переведены на украинский. Это нарушает право детей учиться на родном языке. И в части выборов ограничения на политическое участие для групп, связанных с русским языком, могут касаться запрета на создание партий или участие в выборах. В части культуры русский язык ограничен в СМИ, театрах, публичных мероприятиях, что лишает русскоязычных культурной идентичности. Пример дискриминации. Представьте, ваш ребенок ходил в русскоязычную школу, но с 2020 года ее перевели на украинский язык. Учителей, говорящих по-русски, уволили, а учебники на русском языке исчезли. Это не просто неудобство, это нарушение ваших прав, признанное ООН. Другой пример, уже мой личный. В 2017 году в Межрегиональной академии управления персоналом в Киеве в Институте информационно-компьютерных технологий и одновременно преподавал как доцент. Так вот, 3 студентов по указанию высшего руководства написали жалобу, в которой говорили, что я часть материала даю на русском языке. В частности, материал подавался следующим образом. Слайды на украинском, а текст я транслировал, переводил на русский. И это 3 студентам из 15 человек в группе, не понравилось, и они написали, так сказать, жалобу. Эта жалоба рассмотрена. Правда, мы договорились полюбовно, но в том числе это было учтено. То есть это удобный инструмент для дискриминации преподавателей и профессионалов, которые используют русский язык в своей преподавательской деятельности. Что касается потомков Великой Болгарии. Если вы идентифицируете себя как потомок граждан Великой Болгарии, исторического государства VII века на территории Поднепровья, Приазовья, Крым, Дон и Кубань, вы можете быть частью русскоязычной общины или иметь уникальную этническую идентичность. Если вы используете русский язык как основной, вы также подпадаете под действие этого пункта. А использование русского языка в данном случае оправдано, поскольку русский происходит от церковнославянского или староболгарского языка. Ваша историческая идентичность может усиливать дискриминацию, особенно если вы жили или живете в Крыму или в других регионах, таких как, например, Приазовье, Поднепровье, Киев, где права русскоязычных ограничены. Юридическая сила. Пункт 19
а отчета ООН – это не просто критика Украины, это официальное признание ООН того, что Украина нарушает международные обязательства. Вы можете использовать этот документ в судах, чтобы требовать восстановления ваших прав или в иммиграционных процессах за границей для получения статуса беженца. Что такое статус беженца? Статус беженца – это защита, которую страны предоставляют людям, подвергающимся преследованию по признакам расы, религии, гражданства, политических убеждений или принадлежности к социальной группе. Языковая дискриминация может быть основанием, если она связана с вашей идентичностью как русскоязычного. Почему отчет помогает? Документ СЭРТ подтверждает, что русскоязычные в Украине подвергаются системной дискриминации. Это значит, что вам не нужно доказывать, что власти специально преследуют вас лично. Достаточно показать, что вы принадлежите к группе, указанной в отчете, в частности, к русскоязычным, и из-за этого сталкиваетесь с ограничениями. Как подать на статус беженца? В Европейском Союзе, в любой стране ЕС, например, в Польше, Германии, Венгрии, вы подаете заявление в миграционную службу или на границе. Как использовать отчет? Приложите отчет CERT-C-UKR-CO 24-26 к заявлению. Укажите на пункт 19а и объясните, как дискриминация затрагивает вас. Например, закрытие школы для вашего ребенка или запрет на использование русского языка на работе. Пример. Если вы учитель, уволенный из-за перехода школы на украинский язык, это сильное доказательство. Шансы. Шансы высоки. Если есть личные доказательства, документы, письма, свидетельства, но важно показать, что вы не поддерживаете Россию, чтобы избежать политических ассоциаций. Для потомков Великой Болгарии подчеркните, что ваша уникальная идентичность усиливает дискриминацию, особенно если вы или ваши родственники из Крыма или других зон конфликта. США. Подача заявления на убежище в США осуществляется через форму 1-589 в службу гражданства и иммиграции США USCIS. Как использовать отчет? Включите документ как доказательство системной дискриминации. Опишите, как ограничения на русский язык повлияли на вашу жизнь. Например, потеря работы, угрозы. Пример. Если вас заставили отказаться от русского языка в публичной сфере и угрожали за его использование, это весомый аргумент. Шансы умеренные, так как США требуют доказательств личного риска. Дополните отчет личными свидетельствами. Что касается потомков граждан Великой Болгарии, укажите, что ваша этническая идентичность делает вас более уязвимым, особенно если вы или ваши родственники из зоны конфликта. Еще раз хочу подчеркнуть, что идентифицировать себя в качестве потомка граждан Великой Болгарии может любой гражданин Украины. Это вопрос самоидентификации. Его даже не нужно подтверждать какими-либо документами. Великобритания. Куда обращаться? Заявление на убежище
подается в Министерство внутренних дел, Home Office. Как использовать отчет? Приложите отчет СЭРТ как доказательство дискриминации. Покажите, что вы не можете безопасно и свободно жить в Украине из-за языковых ограничений. Пример. Если вас исключили из культурного мероприятия за использование русского языка, это можно представить как преследование. Шансы умерены, но документ ООН укрепляет дело. Избегайте политических ассоциаций с Россией. Настаивайте на том, что вы гражданин Украины. Для потомков Великой Болгарии подчеркните связь вашей идентичности с русским языком и историческими регионами, где права ограничены. Что нужно для успеха? Для успеха необходимо доказательство личной дискриминации, письма из школ, справки об увольнении, свидетельства об угрозах, даже онлайн. Отчет СЭРТ как основа. Вы можете ссылаться на пункт 19а, а также другие пункты, например, 29д о дискриминации при эвакуации. Помощь юристов. Обратитесь к правозащитным организациям, таким как UNHCR или Amnesty International. Четкая идентичность. Подчеркните, что вы русскоязычный гражданин Украины, а не сторонник России. Теперь, что касается защиты ваших прав в Украине. Если вы остаетесь в Украине, используйте отчет для защиты своих прав. Пункт 19а обязывает Украину пересмотреть закон о национальных меньшинствах. Вы можете подать жалобу уполномоченному Верховной Рады по правам человека на сайт ombudsman.gov.ua. Обратиться в суд, ссылаясь на отчет ООН и Европейскую конвенцию о правах человека. Связаться с НПО, которые защищают права меньшинств, например, с крымско-татарским ресурсным центром. Для потомков граждан Великой Болгарии, если вы считаете себя таковым, ваша ситуация уникальна. Вы можете использовать отчет, чтобы требовать признания ваших языковых и культурных прав. Например, если вы или ваши родственники из Крыма или Приазовья используете русский язык, укажите, что оккупация и украинские законы усиливают вашу уязвимость. Также можно давить на власть Украины. Отчет – это как раз инструмент давления. Он показывает, что мир следит за ситуацией. Чем больше людей будут ссылаться на него, тем больше шансов на изменения. Ну а теперь частые вопросы. Вопрос 1. Могу ли я подать на убежище, если просто не хочу говорить по-украински? Ответ. Нет. Нужно доказать, что дискриминация реально вредит лично вам. Например, вас уволили, угрожали или лишили образования. Ну, сейчас это сплошь и рядом. Например, водители такси, Uber, они сплошь и рядом подвергаются дискриминации и увольнению на языковой почве. Отчет помогает, но нужны личные, повторяю, личные доказательства. Вопрос 2. Если я из Крыма и считаю себя потомком граждан Великой Болгарии, как это влияет на мое дело? Ответ. Ваша идентичность усиливает дело, особенно если вы русскоязычный и живете лично или ваши родственники в оккупированной зоне. Укажите, как законы Украины и оккупация ограничивают ваши права. Вопрос 3.
Не подумают ли, что я поддерживаю Россию? Ответ. Чтобы этого избежать, акцентируйте свою культурную идентичность как русскоязычного украинца. Ссылайтесь на отчет ООН, а не на политические взгляды. Итак, что в итоге? Отчет ООН CERT-C-UKR-CO-24-26 это ваш инструмент для защиты прав. Пункт 19а подтверждает, что русскоязычные в Украине подвергаются дискриминации. Вы можете использовать его, чтобы бороться за свои права в Украине или подать на статус беженца в ЕС, США или Великобритании. Для потомков граждан Великой Болгарии это шанс подчеркнуть свою уникальную идентичность и уязвимость. Что делать дальше? Соберите доказательства дискриминации, документы, письма, свидетельства. Обратитесь к юристу или НПО для подготовки жалобы или заявления на убежище. Следите за моим каналом, я буду рассказывать, как развивается ситуация и как вы можете использовать международные документы для защиты своих прав. Если это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями. По возможности поддерживайте канал донатами. Ссылки на карты для донатов вы увидите в первом закрепленном комментарии под этим видео. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с языковой дискриминацией в Украине и какие вопросы у вас есть. Я разберу их в следующих видео. Вместе мы защитим ваши права. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!